Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Василя. В сегодняшнем мастер-классе мы свяжем вот такую вот сумочку с таким красивым узором. Хлястик у нас на магнитной кнопочке. Несмотря на то, что сумочка связана из мягкой пряжи, стеночки сумочки и донышко хорошо держат форму. Я вязала из пряжи Ализа Суперлана Макси. Здесь в моточках идет по 100 метров. Нам понадобится 2 мотка, 200 метров. Сумочку можно вязать и из любой другой пряжи. Из хлопкового шнура или полиэфирного шнура. Для вязания нам потребуется крючок номер 5. Вот такая вот пластиковая игла с большим ушком. Если нет такой иглы, можно использовать просто крючок. Он нам необходим для сшивания наших ручек и хлястика. И вот такая магнитная кнопка. У меня она пришивная. Итак, приступим к вязанию. Всем приятного творчества. Делаем кольцо амигуруми. Захватываем вторую ниточку. Вытягиваем петельку. Провязываем. И делаем еще 2 воздушные петли. 1, 2. Далее в кольцо набираем еще 11 столбиков с накидом. Делаем накид. Крючок в кольцо. Вытянули петлю. Провязываем 2 петельки и еще 2. Снова накид. В кольцо. 2 петли и еще 2. Всего в кольцо необходимо набрать 12 столбиков с учетом первого. Первый наш столбик состоит из воздушных петель. Провязали 12 столбиков, колечко затягиваем. Находим вот эту вот петлю. Вот у нас идет столбик из воздушных петель. Крючок вводим вот сюда вот. Вытягиваем и делаем соединительную петлю. Далее для перехода на следующий ряд можно набрать также 3 воздушные петли, либо сделать имитацию столбика с накидом. Для этого мы вытягиваем петельку побольше на высоту столбика с накидом. Делаем оборот крючком вот таким образом. Захватываем нить, выводим ее вперед и провязываем. И таким образом у нас шов будет менее заметен. Далее во втором ряду мы провязываем 12 прибавок. В каждую петлю мы будем провязывать по 2 столбика с накидом. Вот мы будем провязывать вот сюда вот между столбиками. Здесь мы провязали 1 столбик. Далее делаем накид, провязываем еще второй. В следующую мы провязываем 2 столбика с накидом. В следующую снова 2. Итак, провязываем до конца. В каждую петлю провязываем по 2 столбика с накидом. Всего во втором ряду должно получиться 24 столбика. Делаем соединение второго ряда. В третьем ряду мы должны также провязать 12 прибавок. Сейчас мы провязываем сюда еще 1 столбик с накидом. Вот у нас прибавка. Далее в следующую петлю мы провязываем 1 столбик с накидом. В следующую 2 столбика. В следующую снова 1 столбик. И снова 2 столбика. Итак, чередуя, мы провязываем третий ряд.
между прибавками у нас по одному столбику идет. Получается, в третьем ряду у нас уже будет 36 столбиков. Довязываем до конца соединения, делаем точно такое же, как и в предыдущих рядах. В четвертом ряду провязываем также 12 прибавок, должно получиться 48 столбиков. Провязываем сюда же второй столбик с накидом. Итак, у нас идет прибавка. Далее в последующие 2 петли мы провязываем по одному столбику с накидом. Один, и в следующую снова один столбик. А далее уже идет прибавка. После прибавки снова 2 одинарных столбика. И снова прибавка. Между прибавками у нас получается по 2 столбика идет. Итак, довязываем до конца 4-й ряд. В 5-м ряду у нас должно получиться уже 60 столбиков. Провязываем еще один столбик. Это у нас здесь прибавка. Далее уже идет 3 столбика. Вот в первую один, в следующую второй столбик и в третью. И после 3 столбиков одинарных в следующую петлю мы провязываем уже прибавку. Один и второй столбик в эту же петлю. Далее снова в последующие 3 по одному. И снова прибавка. Между прибавками по 3 столбика. И так провязываем до конца. 60 столбиков должно получиться в 5-м ряду. У вас должен получиться вот такой вот ровный круг. Если он у вас собирается волнами, либо вот так вот края сильно приподнимаются наверх, то значит вы где-то ошиблись в количестве столбиков. Поэтому перепроверяйте. Круг должен получиться вот такой ровный. Итак, вот у нас соединение 5-го ряда. Провязываем одну воздушную петлю и эту петельку вытягиваем. Вытягиваем побольше. Сейчас мы будем вязать пышный столбик. Делаем накид на крючок. Вводим крючок в это же отверстие. Вытягиваем длинную петельку. Еще накид на крючок. Снова в это же отверстие. Вытянули петлю. Все петельки провязываем вместе. И закрепляем их. Далее мы делаем снова накид на крючок. Вводим крючок в это же отверстие. Вытягиваем петлю. Вытягивайте хорошо. Снова накид. Второй раз вытягиваем. Накид. И третий раз. Все петельки провязываем и соединяем. Вот у нас 2 пышных столбика получилось. Пышные столбики мы вяжем, вытягивая 3 раза петли. Самый первый столбик здесь мы вытягивали 2 раза, так как у нас первоначально шла первая удлиненная петелька. Далее мы пропускаем 1, 2, 2 петли, в третью будем провязывать. Делаем накид на крючок, вводим в третью петлю, вытягиваем, вот так вот в бок немного вытягиваем. Снова накид, второй раз и делаем третий раз. Провязываем все вместе и соединяем. Далее снова накид и в это же отверстие снова провязываем пышный столбик. 1 вытянули, 2 и 3.
провязали. Снова пропускаем 2 петли, накид, и так провязываем до конца первый ряд, пропуская 2 петли, в третью провязываем 2 пышных столбика. В конце у вас должно остаться также 2 петли. Если у вас осталось больше или меньше, значит вы где-то ошиблись. Везде между пышными столбиками у нас по 2 петли остается. Делаем соединение. Вот у нас первый пышный столбик. Заводим крючок в петельку над ним. И делаем соединение. Затем крючок вводим вот сюда вот в эту петлю между пышными столбиками и также провязываем соединительный столбик. Далее провязываем воздушную петлю и эту петельку вытягиваем. Далее делаем накид на крючок. Сюда же вводим крючок, вытягиваем одну петлю, накид и вторую. Первый столбик у нас состоит из 2 вытянутых петель. Провязываем, делаем соединение. Далее снова накид и сюда же провязываем пышный столбик. Одну втягиваем, вторую и третью петлю. Провязываем все петли и соединяем. Вот таким образом у нас получается 2 пышных столбика. Мы их провязываем вот здесь вот посередине между 2 пышными столбиками. Далее вяжем точно так же везде вот в эти петли. Делаем накид, вводим крючок и провязываем пышный столбик. Вытягиваем по 3 петли. Соединение. Не забывайте всегда делать накид. Накид, первая петля, накид, вторая, накид, третья. И так довязываем до конца. Здесь делаем такое же соединение, как в предыдущем ряду, и последующие ряды вяжутся точно таким же образом. Я провязала 12 рядов. Сейчас делаем соединение и будем делать обвязку по краю. Соединили ряд, делаем воздушную петлю. Далее мы будем провязывать столбики без накида. Здесь у нас уже есть вот столбик. Следующий вот сюда вот, получается, между 2 пышными столбиками, вот сюда мы будем провязывать по 2 столбика без накида. Один и второй. А вот здесь мы будем провязывать в эту петлю 1 столбик. Здесь снова 2 столбика. Здесь 1. И так провязываем до конца по всему краю. Обвязали, далее соединяем. И соединительными петлями проходим по всему краю.
Обвязали до конца, ниточку обрезаем и делаем соединение. Сейчас мы будем вязать ручку. Для этого оставляем кончик сантиметров 30 для сшивания. И будем набирать сейчас воздушные петли. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот можно пересчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И набираем еще 3 воздушные петли для подъема. 1, 2, 3. Теперь отсчитываем от крючка. 1, 2, 3, 4, 5 петель. В шестую петлю мы будем вязать пышные столбики. Делаем накид на крючок, вводим крючок в шестую петлю от крючка, вытягиваем, снова накид, сюда же второй раз и третий раз. Провязали. И сюда же провязываем также второй пышный столбик. Далее пропускаем 2 воздушные петли. 1, 2. И в третью, самую последнюю, мы провязываем столбик с накидом. Две петли и еще 2 петли. Вот так должно получиться. Далее мы делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Переворачиваем. И сюда же в центр провязываем 2 пышных столбика. Один пышный и второй. В конце провязываем столбик с накидом. Далее снова 3 воздушные петли. Переворачиваем и повторяем все точно так же. В центр провязываем 2 пышных столбика. В конце столбик с накидом. Длину вяжем такую, которую вам необходимо. Я провязала ручку, здесь у меня 26 рядов, в длину получилось 35 сантиметров. Вы можете связать больше или меньше. В конце также оставляем кончик для сшивания. Еще нам необходимо связать точно такой же хлястик из 6 рядов. Кончик оставляем только в начале для сшивания, в конце он нам уже не нужен. Итак, нить продеваем в иглу. Вот я ее продела. И мы будем сейчас пришивать. Находим место, где мы будем его сшивать. Я также беру, вот, допустим, идет ряд. И здесь по рисунку. Цепляем за петли и просто сшиваем. Здесь ничего сложного нет.
Вот я пришила одну сторону. Далее отсчитываем симметрично и пришиваем на противоположной стороне. У меня, если считать вот эти вот ряды, всего их 20. Получается, вот здесь я пришила, отсчитываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И на 10 пришиваю. Вот здесь вот пришиваем. И далее остается также до следующих 9 рядов вот таких. Далее мы находим здесь серединку и хлястик точно так же пришиваем. Получается у нас от ручки до ручки 9. Мы отсчитываем 1, 2, 3, 4 и на 5. И здесь останется также 4. Здесь мы пришиваем хлястик. И сюда магнитную кнопку пришиваем. И сюда на сумочку. Наша сумочка готова. Если остались какие-то вопросы, пишите в комментариях. Надеюсь, вам понравился данный мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной.